Лиссабон – столица инноваций. Мемориал в память Навального в Лиссабоне. Нас 4000. Сборы для Украины. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 16 ноября, 14:30. Через 2 недели после прошлого веб-саммита Европейская комиссия назвала Лиссабон Европейской столицей инноваций 2024 года. Мы присоединяемся к поздравлениям и благодарностям от мэра Лиссабона Карлоса Моэдоса к собравшимся на этой неделе на веб-саммите. Также присоединяемся к призыву, добившись успеха, вкладывать в общественное благо и помогать людям жить лучше. 12 ноября политик Юлия Навальная выступила на веб-саммите. Она говорила о необходимости участия технологических компаний в борьбе за демократию и за доступ к объективной информации, а не только зарабатывать деньги. И приводила пример того, как компания Apple удаляет сотни VPN-приложений в России, о чем мы тоже рассказывали в наших видео. Также они с одним из лидеров венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопесом говорили о том, что оппозиции стран с диктаторскими режимами должны объединять усилия против работающих совместно диктаторов. В тот же день она приняла участие в открытии мемориала в память Алексея Навального, который мы установили на разрешенном законом расстоянии от посольства России. Мы надеемся, что память об Алексее вдохновит россиян на борьбу за свободу России от путинизма и сделает ее мирной страной, занимающейся лучшим будущим для своих граждан. Читайте подробности о том, почему этот мемориал полезен и чем опасен путинизм для всего мира в моей статье в САПа-24. На прошлых выходных в Берлине прошла 4-я конференция антивоенного комитета, где наш представитель также принимал участие. В резолюции конференции участники призвали к прозрачности в отношении спонсоров антивоенных объединений, напомнили о необходимости помогать жертвам войны в Украине и о том, что контрпропаганда не должна превращаться в пропаганду. В отношении прозрачности финансирования мы можем сказать, что мы не получаем грантов на свою работу и занимаемся этим в свободное от работы время и за свой счет. Пожертвования мы собираем на конкретные проекты, и наш труд не оплачивается. Также для борьбы с путинской пропагандой мы занимаемся распространением правдивой информации и предоставляем ссылки на источники. А еще мы хотим поблагодарить 4000 подписчиков как в Португалии, так и в России. Спасибо, что вы считаете нашу работу нужной. Мы с активистами из других стран продолжаем сбор на портативные электростанции для запросивших их больниц и школ Украины. Там уже минусовые температуры. Помогайте быстрее собрать нужные 100 000 евро. И поддержите сбор для фонда Orphans Feeding Foundation, который теперь называется Эмили. Они возвращают украденных российскими властями украинских детей. Пруфы и ссылки в описании. Подписывайтесь и помогайте.